Всем привет! Сегодня с нами суперважная тема. 4 фактора, влияющих на вкус кофе в чашке. Все факторы здесь, в стране происхождения. Мы не говорим сегодня об обжарке и о приготовлении, только о том, что супер важно, крайне важно и архиважно здесь, в стране происхождения. Фактор номер 1. Генетика кофейного дерева. Какая это разновидность арабики, если мы говорим об арабике? Что это за дерево? Это Руми Судан, это Типика, это Бурбон, это Монте-Кристо, это Дили Альге или это SL28. Если мы вырастим здесь, в одном теруаре, то есть в одном микроклимате, разные разновидности, мы получим разный вкус в чашке. Это именно то, чем и занимается Coffea Diversa, где мы сейчас находимся. Фактор номер 2. Теруар, о котором я только что сказал. Микроклимат. Сколько у нас солнца, сколько у нас дождей, какая у нас температура. Мы не можем влиять на эти факторы никак. Соответственно, они предопределяют то, какой у нас кофе будет в чашке. Чем ниже температура, тем дольше срок созревания. Это очень важно для формирования в зерне необходимых кислот. Наименее значимый фактор из теруара, как ни странно, это почва. Потому что если в почве чего-то не хватает, мы можем регулировать это, добавляя удобрения. Фактор номер 3. Техника сбора урожая. Супер важная вещь. Нужно собирать только спелые ягоды. Не слишком спелые и не недостаточно спелые, а именно такие спелые, какие надо. Если этого нет, то заниматься всем остальным по большому счету бессмысленно. Зеленые ягоды, незрелые ягоды, в которых не вызрело кофейное зерно, дают нам при обжарке что? Совершенно верно, квакеры, жареные зерна желтого цвета. Недостаточно зрелые зерна, которые преодолевают состояние квакера, дают более травянистый, недостаточно сладкий вкус. И, наконец, фактор номер 4 – обработка. Мы говорим не только о выборе метода обработки, будь то сухая, хани, мытая обработка или паса. Смесь разных методов, которая принята здесь, у Гонсало в Coffea Diversa. Но мы говорим и о соблюдении технологии обработки, использование африканских кроватей вместо патио, соблюдение времени ферментации, переворачивание зерен при сушке и многое другое. Итак, повторим. 4 фактора, влияющих на вкус кофе в чашке. Первый – генетика. Второй – теруар. Третий – техника сбора урожая. И четвертый – обработка и технология обработки. Если это все делать по уму, то и у нас в чашке будет вкусный кофе, при условии, если мы его правильно обжарим и заварим. Но это уже наши проблемы.